Господа, с этого момента я передаю свои полномочия новому лидеру, Арветову Авзи. А ведь когда-то ты был совсем другим. Товарищ майор! У нас неизвестный воздушный объект летит в сторону Велбинга! Опять эти валбанцы разведчиков шлют. Готовьте ПВО! Нечего церемониться. Совсем и пусть сами разбираются. Вас понял! ПВО не видит этот объект, сэр! Это, наверное, опять эти буквы. Черт! Они кошмарят нашу радар уже который месяц. Надо сообщить канцлеру об этом. И что, его правда так часто вызывают? Ага, вот зачем Бука его главой сделал? Если бы мне раньше сказали, что Авди станет главой, то я бы уже сбежал куда подальше. Чего столпились? О, Здравствуйте, привет, мистер Бука! Бука. Да, привет. Так чего столпились-то? Да, мы просто вышли сюда, чтобы Авзи нас не слышал, а то внутри каждый миллиметр прослушивается. С вами все хорошо. Авди слышал, кричит на вас постоянно. Да и вы выглядите, мягко говоря, не очень. Да, в последнее время происходит что-то ненормальное. То в шоу нагрянет какая-то фуфыга, которая непонятно откуда взялась. То пещера обвалится и 2 участника погибнут. То херня какая-то меня чуть не убила. То вот Авзи вызвал. Опять орать будет. Короче, это же самое проблемное шоу за всю мою карьеру. Хочется какого-нибудь выходного уже. Устал от всего этого. О, может тогда мы как-то сможем помочь? Ну, не знаю. После долгого отсутствия твердого, я отвык, что мне кто-то помогает. Ну, вообще я уже все сделал, и прямо сейчас могу вернуться к работе. Да, конечно, было круто бороздить неисследованную планету, изучать ее, но рядом с другом всегда веселее. Тогда давай так, если ты устал, то я на 1 день заменю тебя, чтобы ты отдохнул. Нельзя все время быть таким уставшим. Пожалуй, ты прав. Слушайте, Бука, вы говорили, что вас там что-то чуть не убило. Что это было? Да сам не знаю. Кристалл вроде в форме зуба, да фуфуга из пещеры принесла. Ой, надо будет еще с этим разбираться. Подождите, что это у вас там за участница такая, что вещи такой силы может носить? Не знаю, если честно. Слушайте, а давайте я ваш кристалл вне очереди изучу, чтобы вам не так долго морочиться с этим. Вы же отправили его на исследование? Да, конечно.
можете сказать поподробнее про эту... фуфлы? Шляпку? Спроси про нее у Тиффани. В архивах наверняка все записано. Мгм. Мистер Бука, а я могу чем-то вам помочь? Ну, нужно проверить некоторые документы касательно БЗТЗ на наличие отпечаток. А то уже есть проблемы с одной участницей. Конечно, с превеликим удовольствием. Ух, спасибо вам, ребята. Что я бы без вас сделал? Да. После прихода Авзи тут все накрылось медным тазом. При вас возле офиса хотя бы скамейки были. А сейчас что? Да уж, не думаю, что все потеряно. Вот наиграется в царя Шаврика и даже скамейки на улицу вернет. Ну ладно, разговаривать с Авзи придется только мне. Так что я пойду. Спасибо вам еще раз, хоть кто-то день скрасил. Пока, До Бука. свидания. Удачи вам. Бука, привет. В кабинет. Живо. Вот я одного понять не могу. Ты правил нашим офисом долгие 80 лет, и при этом так быстро упал в моих глазах. Сначала выговор раз, потом 2, 3, 4, 5, 6! Ох, теперь я понимаю, почему из-за тебя в 60-е чуть не уволили инспектора Аргентума. Ой, давай не будем об этом. Заткнись! Ну давай, стреляй. Ты лучше скажи, какого хера у тебя в твоем БЗТЗ? Какая-то лишняя шваль! Я бы ее тоже так описал, но не. На мой вопрос отвечай, ты хочешь Тиффани лишней работы сделать в архиве, да? Ты хоть знаешь, сколько из-за этого бумаг надо будет изменить? Ты с этим у меня уже вот тут сидишь. Когда же ты начнешь соблюдать мои правила? Они для кого написаны, а? Ты отвечать будешь? Если это и была какая-то ошибка, то точно не моя. Я получал списки обжигов без этой шляпки. Стой, заткнись. Шляпка, говоришь? Шляпка с розовым бантом и кристаллом сзади? Ну, да. Что, батарейка села? Это... Ты посиди тут. Мне надо попить воды. А то уже говорить невозможно, столько орал на тебя. Что с глазами? Да, что-то в глаз попало. Так, о чем это я? Да ты конченый ублюдок! Сил на тебя моих нет! Заходим. Внимание! Сохраняйте спокойствие. Действует наряд Верховного Совета. Не делайте лишних движений и не препятствуйте нашим действиям. Внимание, офис 615. Верховный Совет выдал ордер на заморозку вашего офиса до момента выяснения всех обстоятельств. Закрывайте офис. Никого не впускать, никого не выпускать. Так точно, Верховный Инспектор. Вы идите ищите улики, а вы за мной.
Ой, все, я устал. Выговор тебе позже сделаю. А пока с глаз моих. Власть тебя очень сильно поменяла, Авзи. Авзи, вы задержаны инспекцией Верховного Совета. А нет, не устал. Ты. Ой, привет, Аргентум. И чего это вы тут делали? Ну как бы он мой начальник, он меня вызвал. Ага, поговори мне тут. Взять его! Эй, за что? Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право на адвоката и бла-бла-бла. Ведите его на допрос. Проверим на связь с этим Авзи. Я, конечно, понимаю, что мы с тобой не в ладах, но можно поинтересоваться, что тут происходит? Что будет с офисом? А тебе это так интересно? Ну, ясен пень. Сейчас его работа заморожена, пока мы будем искать улики. Господин Верховный Инспектор, первая партия. Угу, славно. Приступим. Значит, ты утверждаешь, что не причастен ни к чему, что творил Авзи. Да, тут только он один способен делать что угодно, кроме благих дел. Господи, что за хрень? Что там? Где вы это нашли? В архиве среди мусора. Да он псих какой-то. Он же замахивался на тебя ножом. Зачем ты вообще такому придурку власть доверил? Да не, мы просто драчились. А сейчас власть его испортила. Это я тебе точно говорю. Ну-ну. Господин Верховный Инспектор, мы проверили камеры наблюдения в кабинете Авзи. И что там? Мистер Бука и Авзи просто ругались. Обсуждение планов каких-то нашли? Никак нет. Ладно. Видимо, тебе пока везет, Пука. Вы ничего не докажете! Никто ничего не докажет! Ой, кто это тут у нас? Если вы так невиновны, то чего бежишь-то? А я что? Я не хотел с вами иметь никаких дел. Тем более, что вы на меня, ну, очень тяжелое обвинение повесили. А за что его взяли? Коррупция, мошенничество и другие тяжкие преступления. Господин Верховный Инспектор, мы нашли это в потайном отсеке внутри его кабинета. На нем его отпечатки. Так выходит, ты действительно устроил геноцид. Я... Нет, нет! Найти мне настоящего! Живо! Попался.
Нет, нет, нет! Слушаю. Инспектор, вас беспокоит Центральный совет. Вы разобрались с Авзи? Удрал, скотина. Но мы его найдем! Обещаю! Хорошо, хорошо. Я верю вам. Но сейчас, пожалуй, нашлось дело поважнее. В смысле, что может быть важнее серийного маньяка? Грядет что-то ужасное. На планете офиса 615 были зафиксированы растущие амплитуды энергии врагов. Это срочно нуждается в прицельной слежке. И поэтому мы приняли решение назначить вас лидером офиса 615. Что? Вы все услышали, Аргентум? Выполняйте свои обязанности. То, что происходит здесь, нельзя пускать на самотек. Выбросы энергии растут с каждым днем. Решите эту проблему. Так точно. Нашли? Нет. Но есть новость для нас двоих похуже. Меня назначили вашим временным лидером. Чего? Да-да, я сам не в восторге. Но, пожалуй, нам ничего не остается, как забыть на время наши старые обиды. Согласен? Ладно, думаю, ты прав. Покинуть офис можешь только через сутки, когда он разморозится. Но знай, если мы найдем хоть что-то, что может доказать твое сотрудничество с Авзи, мало не покажется. Значит, вы созывайте сюда генштаб. Бука, я проверил документы. Там нет никаких ошибок. Бука, этот кристалл, он обладает неведомой силой, способен убить как букв, так и объектов. Бука? С вами все хорошо? Да погоди ты! Бука, кто такая ваша шляпка? Как она смогла удержать кристалл в руках? Наконец-то я вас нашел. Вы меня заставили знатно побегать, ваше сиятельство.
Рад видеть вас в полном расцвете сил. Чего пожаловал? Порадовать вас. Ну и чем же? План Бесконечность наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Что? Один известный ученый совершил прорыв в сфере орудий против букв, и уже в ближайшие месяцы может вплотную заняться этим. Наконец-то. Давай, Клотицкий, иди, работай. Ой, вы меня уже так быстро прогоняете. Может, хотя бы наградим этого паренька. Старался как-никак. Ладно, не буду вас больше задерживать.